Привет, YouTube! Привет, сообщество! Сегодня у нас к Ультратек курса остали CPM S125V на... Ну, как бы это и результаты теста по тесту на канате в том числе, но здесь все-таки будет серьезное но. На протяжении этого года, год заканчивается, елка, год заканчивается, и на протяжении этого года я постоянно получаю примерно следующие запросы. Руслан, а когда будет обзор вот этого ножа? Причем ряд людей, они как бы именно обзора ждут. А ряд людей как бы вот результаты тестов не отделяют от некого обзора. Фактически так и есть. Я стараюсь все-таки не просто в сухую зачитывать какие-то цифры, говорить хорошо, плохо, молодцы, до свидания, а именно рассказать про ножик. И я подумал, что, ну, во-первых, да, я получил очень хороший щелчок по носу, ну, такой вот ментальный, виртуальный, не хотите, не знаю, внутренний, когда сделал материал на Трабант. Я его сделал в своем обычном стиле, ничего не показав. И при этом, как бы, ножик очень редкий, очень интересный, крайне интересный ножик, он просто прошел мимо, потому что, как бы, а где его люди еще увидят? Ну, вот где? А нигде. И я эту возможность людям не дал. И это мне немножко не понравилось. При этом об этом мне написал несколько человек, люди весьма адекватных, что, Руслан, ну ты как бы, мы понимаем, ты обзор делать не любишь. Почему я обзор делать не люблю? Баку привет. Я думаю, уже объяснять не нужно. Вы можете посмотреть обзор Бака 110, он давно на канале есть. Там такой задорный мальчишка так рассказывает про классный ножик. А потом приходит тест и ставит все на свои места. Где на самом деле этот классный ножик находится. Вот. И после этого как бы я все-таки решил немножко эту тему пересмотреть. Я решил, что будут ножики, новые ножики, для меня, по крайней мере, или вообще интересные ножики, и они будут проходить тест, то тогда я буду снимать материал в несколько более широком формате. При этом же этот материал будет попадать в два плейлиста в результаты тестов, чтобы люди как бы видели, как оно есть, и, собственно, в обзоры. На мой взгляд, это может быть не совсем то, чего люди бы хотели, в плане больше обзоров. Ну и как бы при этом все-таки это не... Я не отдаляюсь от изначальной линии канала, да, то есть пусть говорит канат все-таки в первую очередь, не я, канат он там. Вот. Теперь давайте как бы к герою обзора, а именно начнем с, наверное, с железки. Со стали Crucible CPM S125V, и вот как вы сейчас видите на мониторах, экранах, как угодно, друзья, составы. Вот я очень-очень хочу на этом сакцентировать вот по какой причине. Я не зря, когда делал анонс этого теста, написал, что это самые продаваемые клеймы на клинках. То есть как бы большего хайпа, чем на 125-ке, по крайней мере на отечественных просторах интернета, его просто нет. Сейчас как бы есть Рекс, но у Рекса весь этот хайп, он такой, сильно такой, знаете, как бы он есть, это крутая железка, безусловно, но Рекс это ржавучая железка. Это, ну как не углеродка, но она ржавеет. Она ржавеет гораздо серьезнее, быстрее и значительнее, чем 125-ка. И поэтому, когда я писал, что это королева железок, самая мощная сталь, я именно это имел в виду. Безусловно, есть ванадисы, есть рексы, есть много чего, что теоретически мощнее 125-ки. Но это все ржавеющее железо. А ржавеет помимо эстетически, то есть каких-то спусков или обух, еще и режущая кромка, да, то есть это как бы приводит к тому, что она хуже режет и так далее, и так далее, и так далее. Но тем не менее списывать их со счета нельзя, но 125-ка, с учетом того, что она условная, ну они все условные, но все-таки нержавейка, это действительно королева, просто, ну, просто чума чумой. Так вот. Хайпа вокруг этого металла просто немеренное количество. Просто немеренное. И, естественно, завершить год вот подобным тестом было бы очень интересно. То есть, если бы вы, допустим, видели мою переписку с Квадратеком, там постоянно где 125-ка, где 125-ка, где 125-ка, где 125-ка. Потому что мне было очень интересно. Очень интересно. Сейчас будет понятно почему. Так вот, исходя из состава, что мы видим? Мы видим совершенно чудовищное 3 с лишним процента угля, 12 ванадия. Просто это как бы даже вот по классификациям, по ряду классификаций, это, в общем-то, не сталь. Это чугун такой, да, сплав, да, и вот как это работает. А вот сейчас будет интересно. Когда я разговариваю с разного рода людьми, более-менее по-разному
скажем так, погруженными в эту ситуацию, да, в металлообработку, в ножеделие, в тесты, то примерно следующее слышу в разной степени. Очень сложно сказать, насколько часто, не часто, но слышу примерно следующее, что 110-ка, она нормальная, ну вот 125-ка там. Что, ну, кто, скажем так, менее эмоционирующий к этому подходит, более, скажем так, взвешенно, то там слышно такое, там процентов 20-25 разница между ними, ну, 30. Понимаете, в чем проблема, ребят? Я смотрю на этот химсостав, вернее так, я смотрел на этот химсостав, я читал аннотации, я пытался разобрать, что есть, пытался разобраться, что есть кобальт, что есть необий. И главное, года выпуска 125-ки и 110-ки. 110-ка, она свежее. Короче, я осторожно задавал вопрос, а может быть это одно и то же? Понимаете, 3,25, по-моему, 3,25 угля у 125-ки и 2,8 у 110-ки. Это не чудовищная разница, чтобы там было чудовищное вот прям. И ванадия 12,9 это тоже вот как-то не так это. И для меня было безумно интересно понять, а вот это вот эти рассказы про 125-ку, они как? Здесь нужно забежать вперед сильно, потому что как бы и 110-ка, и 125-ка, она была у меня на заточке, в вариантах, Спайдерка, Фантони, еще пары производителей, не наших, наших в том числе. И иногда это было, допустим, где-то было 61,5 единицы, да, где-то было 62 единицы, где-то было там... У Спайдерка вообще непонятно сколько, по разным данным, но от Спайдерка и 48 можно ожидать вполне спокойно. Как сказал мой товарищ, даже курить лучше, чем Спайдерка. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке, как вы знаете, есть доля. Так вот, эти железки 125 и 110, они не для этой твердости созданы, на мой взгляд, и не для такого качества термообработки. Их реальный вот этот потенциал можно вытащить только вот примерно с такой термообработкой. Здесь конкретно 65 единиц. На 110-ке, на сварне, по-моему, было 64,5. Ну так вот, и к чему мы в итоге подходим? Мы подходим к тому, насколько результаты теста показали, что там на самом деле. И прежде чем мы к ним перейдем, давайте мы все-таки немножко поговорим про сам нож. Самую-самую малость. Видите ли, бывают обзоры, вернее не так, бывают компании, ножевые производители приятные для обзора, благодарные для обзора, когда ты просто знаешь, что вот здесь ты пойдешь так, здесь так, здесь так, здесь так, и все у тебя будет хорошо. То есть ты все уже наперед четко понимаешь, на какие струны ты нажмешь, куда ты повернешь. У тебя в голове все это выстраивается. Ты делаешь... Ну, например, возьмем Спайдерка. Отличная компания, ну реально, моя любимая ножевая компания. Там есть, я устану перечислять почему. То есть military, я же говорю, устану. Так вот, ну возьмем ее, допустим, да, ту же самую Спайдерку, допустим, возьмем ее термообработку. Ну там же только плакать хочется. А эта термообработка, она же фактически исходит из чего? Там много нюансов. Кстати, об этом, друзья, мы будем говорить с вами в материале «А стоит ли нож своих денег?» я вас услышал, какой материал будет в следующем году. То есть он будет такой болтологический, с заходами туда-сюда. Мы там с вами поспорим на эту тему. Вы выскажетесь, естественно. Мне, я выскажусь вам. И, ну, как обычно, как в старые добрые времена было. Так вот, у Спайдерки есть за что зацепиться. Всегда. Ты всегда можешь сказать, блин, это крутая компания, они на 32 градуса ножи затачивают. Ну, на миле это бывает, на эндуре тоже.
И то же самое с другой стороны, можно сказать, блин, да это какая-то не компания, а какой-то цирк, ну что там реально 48 единиц по Роквеллу, что ли? Ну как так-то, тесты как бы, да? А вот у Ультратек он маленький. И когда они ножи делают, они вообще-то об этом сильно думают. Более того, в той ценовой категории, в которой они делают, они могут позволить себе изготавливать ножи с такими, скажем так, ну как бы инновациями, что ли, да, которых я до этого, по крайней мере, не видел. В ножах, ну, скажем так, в серийных, хотя все-таки серийные изделия. То докопаться до них можно только до цены, да, вот до этого легко. А до всего остального очень тяжело. Поэтому тебе приходится, что-то придумывать, чтобы рассказать. Однако, друзья мои, есть вещи, которые лежат не на поверхности. И о них имеет смысл рассказать, показать именно в сравнении. Ну давайте вот с чего начнем. А что такое вообще Ультратек курс? В принципе, если посмотреть на это прямо в лоб, то здесь мы увидим все примерно в стиле Ультратека. А именно, клипса, прекрасная клипса глубокой посадки, сложной фрезеровки с косым заходом, все как есть. Это два комплекта гаек и достаточно интересную текстурированную фрезерованную плашку. Кстати, насчет плашки. Вот если посмотреть на нее просто вот так, показать, вот посмотрите, вот как бы нож. Вы не увидите фактически ничего, а это невозможно увидеть. Особенно если это будет на фото в Инстаграме и так далее, нужно именно приглядываться. То есть если ты захотел увидеть, если ты захотел глазами погрузиться в это во все и понять, разобраться, да, ты все увидишь. Но если ты просто проглядываешь ленту, то и не увидишь ты ничего. Почему? Сейчас покажу. Вот здесь лежит сейчас 3 ножа. Это 456, это, по-моему, Риата Торрент и Урс непосредственно. По-моему, Торрент, боюсь соврать, друзья, вот у них у всех не то чтобы похожая, но определенного типа и формы титановая насечка. Давайте я попробую это показать более-менее детально. И вот если начать их сравнивать друг с другом, начать сравнивать, видеть построение формы, именно в 3D каком-то виде, да, плашки, то сразу станет ясно, насколько отличается качество построения этой формы. То есть, вот, я не знаю, передает это камера или нет, но это вогнутая поверхность, и вот это тоже. И то, как эта насечка построена, в принципе. То есть, вот это реально можно увидеть, когда ты нож в руках держишь. Когда у тебя есть понимание того, что вот это вот так, вот это вот так, вот это вот так. А если этого нет, это просто пролистывается в Инстаграме, для тебя это будет вот так вот в ряд они лежат, ну вот титановые, и чё? Это очень интересный момент, но давайте попробуем все-таки углубиться немножко в сам нож. Как я уже говорил, это пикниковое изделие, да, то есть здесь есть штопор, вот он, фрезерованный титановый штопор. И это изделие для пикника, это его основная задача. Из этой его основной задачи вытекает его конструктив. И здесь вот в конструктиве, что нужно еще конкретно понимать, посмотрите внимательно вот на это, на все. Здесь не то, что насечек, здесь в принципе ничего такого нет. Это я вас тихонько подвожу к эргономике на тесте. И, естественно, самый интересный нюанс касательно Урса – это замок. Друзья, давайте попробуем понять, как именно внутри устроен Ультратек курс. Итак, друзья, перед нами Ультратек курс. Давайте я попробую показать вам особо интересные элементы и более-менее объяснить, что для чего и зачем нужно. Ну, для чего нужен штопор, я думаю, сильно объяснять не надо. Единственное, что стоит упомянуть, что на штопоре есть ногтевой зацеп, и это цельнофрезерованный титан. Касательно клинка, здесь можно отметить только один момент. Это штифт,
который отвечает за фиксацию клинка, он не запрессован, он закреплен винтом. Снимать я его не стал, потому как это, на мой взгляд, абсолютно не обязательно. Но отметить то, что это винтовое крепление и штифт можно заменить в случае необходимости, это важно. У ножа есть две плашки, так называемая плашка с кнопкой и так называемая плашка с лайнером. Давайте начнем для начала с плашки с кнопкой. Выглядит она вот таким образом. То есть, как вы можете заметить, выборки в ноже очень и очень существенные в плашках. Выборки эти сделаны для, собственно, размещения всех элементов замка. Здесь конкретно фигурный паз для запорной планки. Все это я покажу чуть попозже. Здесь выборка для, куда прячется штопор, местоположение штопора. И здесь же, собственно говоря, мы можем заметить шайбу, которая находится в колодце в своем, колодец антипроворотный. Кнопочка сама по себе, она находится на собственном лайнере, тоже достаточно сложной формы, закреплена с помощью двух винтов и находится на пружинке. Все элементы ножа, как вы можете заметить, закрепляются внутри винтами. Винты выглядят достаточно просто, но при этом это собственные винты Ультратек, то есть это термообработанные, изготовленные винтики, и они все однотипные внутри ножа. Здесь мы можем видеть с вами, друзья, плашку, которая, скажем так, относится к лайнеру, фиксирующему клинок. Здесь все то же самое, то есть очень сложные выборки, сложная конструкция, фигурный паз непосредственно под лайнер. И, как вы можете заметить, достаточно сложный паз с косым заходом для клипсы. Лайнер на тройной фиксации, на 3 винтах, клипса на 2. И это, наверное, в какой-то степени тоже показывает, насколько сложно и интересно устроен нож внутри. Как вы можете заметить, здесь две дистанционные втулки. Одна осевая, собственно, одна задняя. И упорный штифт. Этот штифт предназначен для фиксации штопора. Собственно, друзья, лайнер, который непосредственно запирает клинок. Как вы можете увидеть, конструкция у него, как, в общем-то, и у всего ножа, такая немножко космическая. Сухарь фиксируется на 2 винтах. Шарик впрессован в лайнер. Если я правильно понял, то подобная конструкция, конструкция подобной сложности, она во многом обусловлена тем, что при более короткой, скажем так, схеме лайнера, когда он становится более коротким, его надо делать более тонким, что отрицательно сказывается на надежности. Если его не делать более тонким, он будет более жестким, и это будет неудобно. Ножик на самом деле эргономически, в плане ощущений очень интересный, очень приятный и очень сильно отличается от баттон-локов, например, на которых он немножко напоминает и так далее. То есть ощущения, как он работает, они абсолютно нетипичные. Я думаю, теперь в принципе понятно, по какой причине. Ну и напоследок, друзья, это клипса. Традиционная для компании Ультратек клипса глубокой посадки. Сложно фрезерованная, естественно, и с косым заходом реза. Сделано это по 2 причинам. Первое, такую клипсу просто удобнее сажать на карман. Нож удобнее сидит на кармане с таким заходом. И, естественно, нельзя отрицать того момента, что это некое технологическое бахвальство компании. То есть мы можем так сделать. Почему? Если чуть-чуть проявить фантазию, то станет ясно, что эту клипсу невозможно изготовить, скажем так, положив 10 штук на установку, или 20 штук, или 30. Она на станке будет делаться одна. И это то, что вводит меня в сумасшедший когнитивный диссонанс касательно этого ножа. Об этом я буду говорить. Вообще, наверное, слово когнитивный диссонанс здесь я употребил исключительно потому, что надо было что-то сказать, а больше ничего в голову не пришло. Но тем не менее, то есть есть определенный внутренний раздрай касательно Урса, внутреннее некое такое противоборство, и оно очень сильно заключено именно в этом замке. В замке, в конструктиве и, наверное, даже частично в штопоре.
Уже на этапе монтажа, когда полностью материал был практически готов, отсмотрев то, что я заснял в плане сборки, разборки и конструктива, мне показалось, что людям может показаться, что ножик довольно сложный в сборке и разборке. Это как бы не совсем так. Выглядит все это довольно просто. То есть откручиваются две гайки, соответственно, гайка осевая, задняя гайка. И, собственно говоря, мы получаем примерно такую картину. То есть, как вы видите, вот лайнер, кнопки, его прижимная площадка, они все заподлицо убраны. То есть, фактически, внутри выбранных титановых полостей титаном же сформированы элементы, которые, собственно, отвечают за функционирование замка. Та же самая кнопка, конструктив которой построен таким образом, что нажать ее нельзя. Ее можно сместить, и тогда она нажмется сама. Тем самым создается пассивная фиксация, естественно, с помощью пружины, но пассивная фиксация и, скажем так, некая страховка от случайного открытия. И примерно та же самая ситуация у нас с обратной стороны, где уже соответственно, ножевой лайнер, штопор и все остальные крепления клипсы. То есть ситуация в целом похожая. И вот здесь мы, друзья мои, подошли уже к самому интересному. Мы с вами подошли непосредственно к ощущениям, к результативности, к тому, как это все было. Я надеюсь, как бы я достаточно сильно нагнул интригу. Обычно, наверное, я должен сказать, какой сегодня день теста, да? Но я понятия не имею, какой сегодня день теста. За все время, сколько он режет, было, собственно, пока 2 штрафных балла. Причем оба штрафных балла уже, как я понимаю, было набрано исключительно потому, что я где-то, что называется, потерял концентрацию. Все такое, все в таком духе. Потому что, ну, как сказать. Во-первых, вот это ведро, оно на самом деле не маленькое. Вот это то, что он пока нарезал. Вот это вот. А режет он примерно вот так. Я попробую вот этот момент реза усилить по звуку. Я специально ничего не говорил, чтобы вы послушали, как это грызется. Потому что, да, работает корпус, безусловно. То есть чисто рукой ты это не сделаешь. Просто никак. Но надо чем-то цепляться, чтобы корпус работал. То есть вот если есть на жизни ад тестера, то вот это один из ярких его представителей. Когда ты начинаешь любой тест, да, вот непосредственно начинаешь тест, ты, особенно если имеешь ожидания перед этим тестом, у тебя всегда есть некое ощущение, как оно будет. Да? Ты ждешь чего-то, ты думаешь о том, а получится ли, допустим, произойти какой-то результат. А как отработает рукоятка, какие ожидания у тебя будут. И здесь ожидания были изначально, ну, скажем так, друзья мои, когда в свое время, уже после теста Сварна М390, я общался с Максимом, и я понял его, что в принципе ролики, вот те, которые сейчас снимаются, те, которые я сейчас вам показываю, они, конечно, интересные, но не являются первичными. Первичным является тест. И да, как только тест начинается, я его анонсирую, то есть и так далее. То есть, ну, как вы понимаете, процесс непростой, то есть это надо подготовиться, это надо ножик заточить и так далее, и так далее, и так далее. И вот когда он начинается на таких железках, то стабильно, там, не раз в несколько дней, там, раз в неделю ребята из Культратек мне пишут: ну что, как дела? Ну, как дела? Не с позиции того, интересно, сколько нарезано. Они знают, что я не знаю, сколько нарезано. Еще раз говорю, то есть рез идет таким образом, что я понятия не имею, сколько в данный момент в банке. Я могу предполагать плюс-минус километр, но это все. То есть им очень интересно, как идет сам процесс. И чаще всего мой ответ: не знаю. Ну вот идет, ну вот так. Ну как не знаю. Здесь примерно на 5-й день я сказал: Максим, это будет чемпион.
10 430 резов – это действительно новый чемпион, друзья. Почему, собственно, я и построил материал таким образом? Потому что фактически, да, все подтвердилось, абсолютно все. Все, что было сказано, и процентовка, и мощь стали, все подтвердилось. И как бы эргономика Урса, я все эти моменты показывал уже, друзья. Давайте я просто напомню, посмотрите сюда, здесь никаких насечек. Вот эта линия с вот этой линией расходятся. Все сделано очень грамотно, все сделано толково. 10 430 резов. Но почему тогда я не бью в барабаны, почему я не воплю как бы как истеричный и так далее, что это новый чемпион и так далее. Все круто, все круто, все круто. То есть две причины. Что еще хотел сказать, правда, вот не знаю, это как воспринимать. С одной стороны, это типа нытье же, да, а с другой стороны, типа шрамами хвастаюсь и все такое. Когда-нибудь в жизни, вот, изолента мозоль натирала, изолента, а мне натирала. Первое. Я дико устал на этом даже, простите, друзья, ну просто вот тут вымотанность. И когда человек в комментариях мне задавал вопрос: Руслан, ты не боишься просто перегореть, потому что ты закончишь вот это? А что дальше-то? И частично это так и есть. Потому что порядком категорически результат не изменится. Вот эта вот вышка. Можно сделать больше, можно сделать мощнее. Без ухищрений не получится. С ухищрениями, если как-то там хитро все натворить туда. А вот вторая причина, что есть нюансы. Как же без них? Ну давайте я попробую ответить на все эти вопросы, которые у меня в голове возникали по порядку. Первое. Является ли этот результат вышкой, вот в реальную вышкой среди нержавеек? И да, и нет. Да, потому что фактически 10,5 тысяч будет, допустим, нож, у которого будет 11 тысяч. Это разница меньше 10%. Это не разница. Будет нож, у которого 12 тысяч. Это уже разница, там чуть больше 10%. Но это тоже ни о чем по большому счету. То есть 8 тысяч и 10,5 это 30% разницы. Это то число, где ты в принципе игнорировать не можешь. Но 10,5 и 12 это уже не так. А между 10,5 и 12, ребята, простите, 1600, 1500 резов, это 4 дня работы, довольно-таки упорный, очень тяжелый, это пройти еще надо. Почему тогда нет? Почему возможен результат более мощный? Ну, во-первых, очень сильно вывозит ощущение того, что есть Каури X, Vanadis 10, Rex 121 и так далее. То есть есть железки, которые хоть и не являются нержавейками, но их мощь при этом никто не отменяет. И, соответственно, есть полное ощущение того, что этот результат не будет последним. Ну, никак не будет. Это первое. А второе. Является ли Урс самым крутым ножом в плане эргономики для силового реза? Нет. 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 Является ли Урс самым крутым ножом в плане эргономики для силового реза, который был на канате на данном этапе с вот этих более 50 тестов? Да, определенно. Да. То есть это тот нож, который, он, конечно, руку выносил, именно руку, да, локоть, кисть, но не ладонь. Еще раз повторяю, здесь нечему выносить. То есть концептуально это пикниковый нож, и он для этого сделан идеально. Но и не только для этого. Хорошо, а тогда почему другой ножик, допустим, со 125 может все-таки показать чуть лучший результат? Первое, потому что здесь 100 миллиметров. А я уже говорил, что 14-миллиметровый канат, он под такие длины не заточен. Он по вот такие длины заточен. Потому что изначально большая часть ножей выпускается в районе 90 мм режущей кромки и примерно 85 мм рабочей режущей кромки. Именно под эти 85 мм заточен нож. Заточен канат, простите. Поэтому 80 это нормально, даже хорошо. 85 хорошо, а 100 нехорошо. Нет, это много. 120 вообще чудовищно много.
И поэтому, например, на этом канате фиксов нет и не будет никогда. То есть, если будет серия тестов фиксов, как бы здесь от производителей зависит, после Нового года как бы я начну активно общаться, там посмотрим. Но там будет совершенно другой принцип теста, не такой, как здесь. Так вот, если будет что-то похожее, но при этом поменьше, почему нет? Вполне может. Достаточно серьезно. Ну а самое, что меня вот так терзает, изнутри рвет, как... А кто этот результат сделал? Кто конкретно сделал этот результат? УРС или 125? А? Ребята, вот это, конечно, не свар, но хороший показатель того, как работает двутактный рез. Это будет, наверное, более правильной терминологией. Смотрите внимательно, как идет движение. Вот представим, что это канат. То есть вот он сначала врезается в канат, потом опускается и прорезает. То есть происходит двойной заход. То есть как бы вот такой. А как работает вот такой нож? Он вот так проходит. И все. Это однотактный. Так вот, УРС, он однотактный. Он не настолько прямо супер однотактный, как 456 за счет размера. Но он все равно однотактный. Им резать канат. Вот здесь не только силовой рез рассчитан, здесь еще и плоскостный рез идет очень хорошо. Так кто сделал этот результат? 110 или УРС? Вот это червет меня изнутри, потому что я считаю, да, 125 крутая сталь, она жесткая сталь. Но я не верю, вот хоть режьте меня, не верю в то, что она сильно, прям ощутимо должна быть круче 110-ки. Не с чего ей быть круче 110-ки. Это мое мнение. Оно ничем не подтверждено. Это просто ощущение. Ну, варианты тут два. Простите, я немножко не сдержался. Варианты тут два. Либо это будет УРС со 110-кой, либо это будет... сварн со 125. И тогда плюс-минус мы увидим, где же там все-таки порылась собака. На мой взгляд, с учетом того, что 125-ка вышла раньше 110-ки, считает, что 110-ка сталь так себе, ну плюс-минус, а 125-ка это вау, это оптимизм и ложные допущения. На мой взгляд, обе этих стали на данный момент безальтернативно чудовищные лидеры в нержавейках. Наверное, в определенный момент, ребята, мы снимем с вами материал, где я постараюсь свои ощущения как-то формализовать, да, привести в некий порядок, что такое суперострота. Кстати, на тему того, как режет УРС. Со 125-кой. Там, кстати, видно достаточно неплохо, что заход происходит достаточно тяжело, но сам фактор вот этого, вот он, по-моему, довольно серьезен. Так вот, когда мы поговорим с вами о первичной остроте, суперостроте, рабочей остроте и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, но факт остается фактом. Абсолютная железобетонность этой железки по итогу. Вы знаете, я когда готовил этот материал, я готовил его последние несколько недель. В мыслях крутил, вертел, пытался понять, как мне там противопоставить, что. То есть я, как бы с одной стороны, допустим, будет чемпион. Я с одной стороны вешаю на то, что это чемпион, это очень серьезно. А с другой стороны на весы я вешаю то, что есть вот такие-то нюансы, есть вот такие-то нюансы. А потом я понял, а почему я должен извиняться за то, что это чемпион? Почему я должен уравновешивать это какими-то надуманными недостатками, чтобы был как бы вот типа было не очень обидно? Нет. Я очень люблю компанию Бёллер.
Я очень люблю компанию Бёллер. Я считаю, что N690 на 64 единицах на чести, которые я видел, это очень для меня был шок, та пластичность, которую держит железка на такой твердости, с таким составом. Но чемпион — это Crucible. И так будет до того момента, пока это не изменится. С наступающим вас, друзья, Новым годом! Если вы смотрите это видео в конце 2018 года. Спасибо за просмотр. Пока.